Всем привет! Сегодня мы вяжем ажурный узор спицами. У меня образец из пушистой пряжи с содержанием мохера. Раппорт узора составляет 6 петель, плюс 1 петля для симметрии и плюс 2 кромочные. Я для образца наберу 12 петель на основной узор, плюс 1 дополнительная и 2 кромочные. Итого 15 петель набираем на спицы. Я набираю обычным способом. They say prosperity comes round to those that hard work. If that's the case, then life should check on us first. This is more than music, baby, this is artwork. And you can't end the journey now, you gotta start first. It takes time for them to realize our worth. I should take a break from love the way my heart works. I know my... Вяжем первый ряд. В первом ряду мы вяжем все петли лицевой петлей. Первую кромочную я тоже провязываю лицевой. И все петли до конца ряда лицевыми. Кромочную вяжем изнаночной, либо лицевой, как вы привыкли. Второй ряд. Кромочную мы снимаем. Далее идет 1 изнаночная. И сейчас мы вяжем изнаночную таким образом. Вставляем спицу правую в следующую петлю и вытягиваем ее на достаточно длинное расстояние. То есть вот такая как бы петля, состоящая из 3 длин петель. 2, 3, 4, 5. 5 вытянутых изнаночных петель на правой спице. Далее вяжем 1 изнаночную просто. И снова 5 вытянутых изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И в конце ряда вяжем 1 изнаночную. Это петля симметрии и кромочная. Третий ряд. Кромочную мы снимаем. Далее у нас идет 1 лицевая и 5 вытянутых петель мы вяжем за раз. 2, 4, 5. За передние стенки вводим правую спицу в 5 петель. Это сделать очень легко и даже в мохеровой пушистой пряже. Захватываем рабочую нить, вытягиваем петлю достаточно длинно. Далее накид. Снова вводим правую спицу в пучок из 5 петель. Захватываем лицевую петлю. Снова накид. И снова сюда же вытягиваем лицевую петлю. То есть из 5 петель мы сейчас вывязали 5 петель. Далее лицевая петля. Повторяем 5 петель. Вот они. За передние стенки вставляем правую спицу в пучок из 5 петель. Захватываем рабочую нить, вытягиваем лицевую. Накид. Накид заменяет вторую петлю. Снова сюда же вставляем спицу 3, накид 4, сюда же 5 лицевая петля. Скинули петли с левой спицы и петля для симметрии лицевая, кромочная. Четвертый ряд. Кромочную мы снимаем. Далее у нас идет 1 изнаночная обычная. И сейчас из вот этих петель, которую мы только что провязывали из 5, мы вяжем также длинные вытянутые изнаночные петли. За вот эти передние стенки захватываем нить, вытягиваем 1 длинную изнаночную петлю. 1, 2, 3, 4, 5. Следующая петля идет
просто изнаночную, то есть мы ее не вытягиваем. Снова из 5 петель мы вяжем 5 длинных изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И в конце ряда петля симметрии, просто изнаночная и кромочная. Готово. 5-й ряд. Кромочную мы снимаем. Первая петля идет лицевая. Далее мы вяжем 5 изнаночных петель. Я вяжу изнаночные петли за правые стенки, то есть они у меня, получается, сейчас являются задними стенками, то есть за работой. 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. И 1 лицевая. Снова 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. И в конце ряда петля симметрии лицевая и кромочная. И 6-й ряд. Все петли мы вяжем изнаночной петлей. Из лицевых петель мы вяжем за правую стенку. Я вяжу, получается, за заднюю стенку, она у меня является правой. И так до конца ряда мы вяжем все изнаночные петли. Первая половина раппорта у нас провязана. Раппорт узора в высоту 12 петель. В начале видео я забыла сказать 12 петель. Итак, продолжаем вязать 7-й ряд. Мы вяжем все петли лицевой петлей до конца ряда. То есть как бы у нас повторяется сначала, но мы сейчас будем вот эти цветочки вывязывать в шахматном порядке. Покажу, как будем делать начало и конец ряда, провязывать. Кромочная, изнаночная. 7-й ряд готов. Далее 8-й ряд. Мы вяжем сейчас 3 вытянутые изнаночные петли тем же самым способом. То есть мы сейчас делаем смещение узора. 1, 2, 3. 1 просто изнаночная. Далее идут 5 петель. 1, вытянутых изнаночных 2, 3, 4, 5. Просто изнаночная петля. И в конце ряда мы заканчиваем 3 изнаночными петлями. Вытянутые 3 изнаночные петли. 1, 2, 3. И кромочная тоже изнаночная. То есть смотрите, в этом ряду, так как образец у меня совершенно небольшой, здесь 2 раппорта в ширину, то есть необходимое количество раппортов вам нужно вывязать по 5 вот этих вот вытянутых петель, а 3 и 3 в начале и в конце вы вяжете при любом количестве раппортов. То есть, например, вывязали 3 в начале, 3 вытянутые изнаночные петли, далее у вас будет необходимое количество раппортов по 5 вытянутых изнаночных петель, то есть в зависимости от количества петель, которые вам необходимо провязать. И в конце ряда 3 вытянутые изнаночные петли. Надеюсь, понятно объяснила. 9-й ряд, кромочную мы снимаем. И сейчас вяжем эти 3 вытянутые изнаночные петли таким образом. То есть точно так же, как и 5, только из 3 мы вяжем 3. Вставляем за передние стенки правую спицу в 3 петли.
провязываем лицевая, накид, сюда же вяжем еще одну лицевую, скинули, 1 лицевая. Снова мы находим 5 вытянутых петель, вот они, 5 вытянутых петель, заводим правую спицу за передние стенки, вывязываем 5 лицевых, лицевая, накид, имитация тоже лицевой петли, далее петля, накид и еще сюда же лицевая петля, скинули, просто лицевая. И в конце ряда из 3 мы вяжем 3, то есть пучок из 3. Заводим правую спицу за передние стенки 3 петель, лицевая, накид, лицевая и кромочная. 10 ряд. Кромочную мы снимаем, начинаем ряд из 3 вытянутых изнаночных петель. 1, 2, 3. Просто изнаночная, не вытянутая. Далее идет у нас пучок из 3, далее у нас идет пучок из 5 петель. Мы из 5 вяжем 5 вытянутых петель изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Просто изнаночная петля, не вытягивая. И заканчиваем ряд 3 изнаночными петлями вытянутыми. 1, 2, 3, кромочная. Одиннадцатый ряд. Вяжем петли 3 изнаночных, 1, 2, 3, 1 лицевая, снова 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 1 лицевая. То есть эта лицевая, она как бы разграничитель между вот этими ажурными элементами, цветами, пучками, не знаю, как их назвать. И заканчиваем ряд 3 изнаночными петлями. И кромочная тоже изнаночная. Готово. И последний ряд нашего раппорта. Все петли изнаночной петлей. До конца ряда все изнаночные. За правые стенки вяжем изнаночную петлю. И кромочная тоже изнаночная. Вот такой красивый узор получается и в гладкой пряже. Узор не менее интересно смотрится в гладкой пряже, поэтому присмотритесь к этому узору. Изделие получится просто очень необычное, шикарное. И еще раз покажу образец из пушистой пряжи. По-моему, удачный узор для пряжи как пушистой, так и гладкой. Вот так выглядит. И изнаночная сторона. Если этот узор вам понравился, не забывайте поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал, если до сих пор не подписаны. До встречи в новых видео. Пока!